Ну что, сделаем небольшой обзор отеля. Отель называется Сигул. Вот так он выглядит снаружи. Здесь у нас это старый корпус. Немножко по улице можно попасть прямо напрямую в новый корпус. Сейчас зайдем на ресепшн. Сегодня у нас 31 декабря 2025 года. Завтра уже Новый год. Здесь все украшено. Здесь у нас Деды Морозы, елка. Так, ну, заселение происходит вот там, вот это ресепшн старого корпуса. Дальше у нас идет такой небольшой зал, лобби. Здесь можно посидеть вечером или утром, кому как удобнее. Здесь бар. Так. Сейчас пройдем немножко, посмотрим, что тут есть. Бильярд. Назад. Так, ну здесь магазинчики. Здесь можно купить туры. Здесь у нас какие-то... Пройдемся, посмотрим. Ну, тут, как обычно, туалеты, магазинчики, какие-то мини-маркеты. Такое. Так. Там был ресторан. Выходим на улицу. Так, идем. Так, здесь у нас аквапарк для детей. Вот все купаются. Встреча Нового года проходит вот так. Это детский бассейн отапливаемый, вода в нем теплая. Сейчас дойдем до взрослого бассейна. Такие вот здесь горки. Ну, две синих и такая желтая. Есть совсем детские такие вот. Какие-то осьминожки тут. Ну, в общем, как-то так. Здесь вот бассейн для взрослых с лежаками. Ну, тут туалеты. Вот это наверху ресторан. Мы туда пока не попали. И непонятно, работает ли он вообще. Какое-то было объявление какой-то день, что он работает. Так, вода в неотапливаемом бассейне. Сегодня вот 18 градусов. Поэтому, собственно, в нем никто и не купается. Прохладное. Иногда кое-кто ныряет. Я сам нырял разок. Ну, такая освежающая. Но выглядит красиво. Жалко, что он не отапливаемый. Пойдем наверх. Здесь у нас тоже есть бассейн. Вот. Тоже красиво. Вообще отель довольно приятный. Если повезет с номером. Это все старый корпус. Здесь есть номера, которые называются Pool View. И это вот здесь. Даже если повезет, то твой номер будет вот прямо с выходом сюда. У нас у знакомых как раз такой номер. Вот их номер здесь.
Вот их номер здесь, они могут выходить и сюда. Но, так как вода холодная, по-моему, они ни разу сюда не ныряли. Так, идем дальше. Ну, наверное, в другое время, когда вода хорошо прогревается, довольно приятно там. У нас лично номер другой, и у него нет такого бассейна, и он вообще попроще. Так, выходим. Так, здесь у нас один бар. Сейчас пройдем через ту сторону. Так. Так, территория отеля довольно большая. Идем дальше. Вот здесь начинается первый пляж. Можно получить полотенце за карточки. Когда заселяешься, тебе дают карточку, потом карточку меняешь на полотенце. Идем. Так. А это вот красивый душ, где можно смыть соль. Так вот, тауэл-центр. Здесь в море вода теплее, 22. Вообще в море вода нормальная. Ветерок, если дует, то прохладно, а в самой воде тепло. Так, идем. Вот это все наши лежаки. Здесь тоже. Это первый пляж. Маленький мы его называем. Здесь вот какие-то дорожки. Непонятно, что это за здание. Можно пройти насквозь. Сделаем круг. Пройдем через бар. Еще один. Здесь бар. Началась раздача еды. Так, вот здесь у нас такая фотозона. Фотозона. Такой какой-то парк. Цветочки тут. Деревья, они за ними так ухаживают. И прям видели уже несколько раз, люди с ножницами подстригают вот это все. Там дальше второй пляж. Мы сначала пройдем налево. Вот сюда. Здесь какой-то мини-зоопарк. Так, здесь у нас детский клуб, kids-клуб и зоопарк. Ну, там в зоопарке павлины есть, например. В основном птицы какие-то. Так, заходим.
здесь. Сюда можно отдать детей днем. Они тут будут заниматься всякими делами, выпечкой, пиццей, что-то еще. Тут у них программа разная. Вот здесь, кстати, павлины. Есть белые, а внизу были цветные, обычные. Ну и тут какие-то вот гуси, лебеди. Кому интересно. И здесь для детей полазить. Кстати, вот эта вода, там вроде какой-то водопад был вчера, сегодня сейчас не вижу. Может быть, включают его на время. Так. Там у нас дальше спа и спортзал. Честно говоря, я сюда пока не заходил. Сейчас просмотрим. У нас сейчас время обеда. Спа. Не знаю, где-то здесь, в общем. С Новым годом! А вот джим тут. Добро пожаловать. А где у вас джим, спорт? Вот, наша спорт, да? Хотел заснять хотел. Кали, пожалуйста. Уж. Так, чуть-чуть. Гантельки, тренажеры, штанга. Всякие там. Наш тренажер бесплатно, все Да. включено. Да. Целый день. У нас тоже есть спа-центр, спа-массаж. Спа-массаж Если тоже есть. вам желательно массаж, хаммам. Да, Цена всё будет есть. дешевле. Фатхи меня Фатхи зовут. зовут. Пожалуйста. Обращайтесь. Спасибо Да. огромное. Персонал очень хороший, очень дружелюбный. Всегда они тебе все покажут, расскажут, предложат. Ну, конечно, они хотят, чтобы ты купил тот же самый массаж, предложат тебе скидку, там все, что хочешь. Все с улыбкой, все. Ну, молодцы, ребята. Так, а вот теперь мы подходим ко второму большому бассейну, взрослому. Сейчас посмотрим, сколько здесь вода. Он обогреваемый. Так. Кстати, по-моему, даже довольно большой тоже, со своим баром. Здесь какая-то сцена, вот. Тоже есть свой тауэл-центр. Так, а вот вода. Вода 29 градусов. Здесь у нас готовятся к празднику. Сегодня будет празднование Нового года. Будет какая-то дискотека. Будет какое-то шоу. Так. И это уже вот новый корпус. Так, пройдемся через ресторан. Здесь можно выйти. Здесь. Здесь тоже еще один ресторан. Ну, сейчас обед. Походу в обед он не работает. Ну, ужинать мы здесь ужинали. Вот вечером, кстати, они включают газовые горелки, чтобы было тепло. А это уже лобби. Лобби нового корпуса. Немножко поменьше. Так.
И вот второй выход. Сейчас выйдем. Видим. Везде у нас тут Деды Морозы. Happy New Year 2026. Цифру можно менять каждый год. И вот мы прошли насквозь из старого корпуса через весь отель и пришли к новому корпусу. Так, теперь давайте пройдем назад немножко. Есть там еще один маленький отель, не отель, а маленький бассейн. Пойдем его поищем, потому что я сам не знаю, как точно туда пройти. Welcome to... Ясно, что он в старом корпусе. Так, вот мы вышли опять на место этого ресторана в новом корпусе. Идем. Так. Меня уже, наверное, заждались. Так. Между корпусами по зданию не перейти, потому что здесь заезд. Дорога. Вот дорога. Можно идти там по улице, либо здесь. По улице, кстати, быстрее. Там просто прямо идешь. Так, сейчас попробуем попасть в этот мини-бассейн. И тогда на пляж заканчиваем наш обзор. Так, здесь вот есть шорткат. Не надо обходить вот так. Не надо обходить вокруг. Можно пройти насквозь. Так, вот клиника. Попадаем опять сюда. Клиника. Здесь есть какая-то больничка. И там уже наверх. Честно говоря, не знаю, как попасть в этот маленький бассейн. Не сюда. Это все тот же холодный бассейн. Попробуем кому-то туда пройти. Так. Так, это мы вернулись в старый корпус. И мне кажется, где-то здесь, если спуститься вниз, вот по лестнице, мы пройдем. Вот, да. Здесь, если пройти, и можно попасть. Вот еще один бассейн. Так, вот. Похоже, что он больше для детей. И никого нету. Вот это внутренний такой бассейник. Там работник сидит. Ну как, тепленькая водичка? Очень. Этот бассейн тоже отапливаемый все-таки. Сейчас проверили.
Пройти в этот бассейн можно прямо из ресторана Клеопатра. Вот мы и в ресторане уже. Начинается обед. Сладости. В общем, я обед не буду подробно снимать. Еда, в принципе, поначалу показалось, что как-то мало разного выбора. Если сравнивать там с Турцией. В Египте я давно был, не знаю, как в других отелях. Но, в принципе, как бы все очень вкусно. То есть там есть рыба, есть курица, есть говядина. И если ты берешь курицу, утка тоже бывает, то в принципе она вкусная. То есть там нету 4 сортов рыбы там. И такая, и сякая, и третья, и четвертая. Но если берешь, то в принципе вкусно. Вкусно. Готовят хорошо. По поводу чистоты, тоже в принципе вполне везде все чисто. Море чистое. Пляжи чистые, везде все убирают, очень красиво везде. Из плохого можно только сказать, что номера некоторые вот в старом корпусе. Сейчас пройдем теперь обратно на тот большой пляж, так называемый. В общем, у нас какой-то старый семейный номер, и там есть проблемы, в общем, с номером. Он в старом корпусе, такой поюзанный, такой потрепанный. И балконная дверь плохо открывается, там душ, там, можно сказать, вода не уходит. Мы даже ходили, жаловались это за балконную дверь, но они сказали, что придут исправят. И они приходили, но нас не было, и они оставили. И у нас была табличка, чтобы не беспокоить. Они нам оставили записку, что вот мы хотели прийти исправить вам дверь, но вас не было. И была табличка «не беспокоить», поэтому мы ничего не сделали. А вот теперь мы приходим на основной большой пляж. Там, кстати, тоже идет обед уже. Здесь можно играть в футбол и в волейбол, и в этот питанг, и как он называется тут. В общем, вот. Тут они готовят обычно какие-то лепешки в такой вот печке. Очень вкусные. Есть еще рыбный ресторан, но в него нужно записываться. Пока не получилось записаться. Может быть, завтра попробую. Вот он, рыбный ресторан там спрятан. Нужно прийти с утра и записаться. А вот подходим к морю. Здесь можно взять вот эти винд-кайты, я не знаю, как это называется. Виндсерфинг. Kite and Surfboard. Школа виндсерфинга. Вот. Я подходил, спросил просто,
$70 3 часа нам туда жили. Можно разбить на несколько дней, если кто хочет попытаться научиться. Ну, это основной пляж. Ну, наверное, все. Может быть, я что-то еще добавлю. Так, одним роликом записал. Длинный такой обзор. Если кому понравилось, ставьте лайки. До встречи. Ну, в общем, вот карта отеля. Здесь у нас секретный бассейн, в котором мы еще не были. Живем мы где-то здесь. Вот большой бассейн, вот аквапарк. Здесь у нас всякие парки. И здесь у нас вот этот пляж маленький. И здесь мы ската увидели. И здесь лодки вот отходят, которые с дайвингом и со всеми делами. А вот это вторая часть. Здесь другой бассейн. Он, кстати, отопляемый. Этот не отопляемый, а этот отопляемый. Здесь для детей площадка и мини-зоопарк. Здесь уже большой пляж. Здесь бар. Спа здесь. А нет, спа здесь. И джим. Теннис какой-то там, ну, бильярд такой. Так, тут на территории отеля у нас тут даже верблюдик есть. Сколько-то хотят они денег за то, чтобы на нем покататься. И, кстати, вот я еще забыл сказать, что здесь у нас сцена, анимация и все вот это, детская дискотека. Давайте зайдем сюда, посмотрим. Такой амфитеатр. Здесь мини-диско и потом представления всякие. Представления вроде нормальные. Правда, мы видели, по-моему, 2 только. Какое-то шоу с иллюзионистами. И еще что-то. Танцы какие-то. Вот верблюд. Да, спроси муж. Что, кататься хотите? Конечно, кататься. Кататься? А вам не страшно? Такой верблюд у нас тут. И сколько стоит? $10 человек. $10 стоит прокатиться на верблюде. Здесь мороженое дают. Какой хороший лапа. Туалеты, кстати, очень чистые. Все время они их тут прибирают. Вот, кстати, уборщик. Как это выглядит. Это как бы туалет просто у пляжа. Ну а в лобби там тоже все нормально. Ну вообще в отеле и около ресторанов. Так, зайдем, возьмем, наверное, что-нибудь из бара. Ну а пока все.